Всем привет! Большое спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Так что сегодня у нас будет долгий день. Я просто покажу расписание еще раз, чтобы вы, ребята, были в курсе всех перерывов и расписания на день, повестки дня на сегодня. Но широкая тема, которую мы будем обсуждать сегодня, касается того, как интерпретировать или объяснять модели машинного обучения, хорошо? Итак, расписание на сегодня следующее. Поэтому мы собираемся разбить его на 4 части или 4 сессии. С 9 часов ровно до 10 часов 20 минут утра мы собираемся сделать краткое вступление, немного обсудить, почему нам вообще нужно заботиться о интерпретируемости. Или мы должны заботиться об этом, или есть ли сценарии, там, где нам нужно заботиться об этом, и другие, где нам не нужно заботиться об этом. А затем я дам краткий обзор изначально интерпретируемых моделей. И не волнуйтесь, если вы не совсем уверены, что это значит, мы к этому еще вернемся. С 10 часов 20 минут до 10 часов 40 минут мы сделаем 20-минутный перерыв. С 10 часов 40 минут до 12 часов ровно у нас будет вторая часть, в которой мы сосредоточимся на методах пост-хок объяснения. С 12 часов ровно до 1 часа ровно у нас будет обед. Мы дадим 5 минут расчетного времени с 1 часа ровно до 1 часа 5 минут. Итак, с 1 часа 5 минут до 1 часа 25 минут мы проведем несколько секционных групп, где вы сможете обсудить с другими людьми здесь некоторые вопросы, прежде чем мы перейдем ко второй половине. А с 1 часа 25 минут до 2 часов 45 минут мы проведем третью сессию по оценке эмпирическому и теоретическому анализу интерпретации и объяснений моделей. Затем мы сделаем 15-минутный перерыв с 2 часов 45 минут до 3 часов ровно. А затем с 3 часов ровно до 4 часов ровно мы в основном продолжим обсуждение нашего эмпирического и теоретического анализа. И завершим некоторыми будущими направлениями исследований, хорошо? Итак, это повестка дня. Так что не стесняйтесь выбирать то, что было бы для вас наиболее полезным, и так далее. Но это обзор высокого уровня. Это хорошо звучит? Окей, здорово. Хорошо, итак, давайте перейдем к начальной части сегодняшнего выступления. Так как у нас сегодня целый день, мы собираемся немного расслабиться, поговорив о том, о чем именно мы думаем, когда пытаемся интерпретировать модели машинного обучения. Где это может быть полезно, когда это может быть бесполезно, и так далее, верно? Поэтому я уверена, что некоторые из вас знакомы с подобными сценариями. Например, здравоохранение или система уголовного правосудия или финансы и так далее, а также несколько других приложений. Будь то социальные сети, такие как Facebook или Twitter, будь то ваши онлайн-порталы для покупок товаров, такие как Amazon или Goodreads, и многие-многие другие. Так почему же я показываю все эти приложения? Потому что сегодня машинное обучение присутствует во всех этих приложениях. И, конечно, мне не нужно вам этого говорить, ребята, потому что Стэнфорд, будучи центром машинного обучения, я уверена, что вы, ребята, сталкивались с приложениями, читали об исследованиях, общались с подобными компаниями, которые создают приложения для любого из этих приложений, не так ли? Значит, они все используют машинное обучение. Итак, учитывая, что такова реальность современного мира, теперь мы хотим спросить, учитывая тему этого семинара, мы хотим спросить, необходимо ли понимание модели в каждом подобном приложении? А вы, ребята, что думаете? Итак, таких приложений несколько. Хотим ли мы понять, что делают модели машинного обучения в каждой из этих настроек? Или существуют конкретные настройки, в которых они могут быть более полезными для понимания предсказаний модели или поведения модели? Есть какие-нибудь мысли? Хорошо, да. Я думаю, что было бы более важно понять модель в более критичных для безопасности системах, таких как медицинские учреждения или система уголовного правосудия, чем рекомендации. Верно. Отлично. А почему вы так говорите? Я думаю, что влияние системы машинного обучения на отдельных людей на уровне безопасности системы похоже на систему с более высокими ставками. Да, отлично. Это совершенно правильно, не так ли? Поэтому мы, возможно, не захотим понимать, или, по крайней мере, акцент или важность понимания того, как ведут себя модели машинного обучения. Вероятно, намного выше в таких условиях, как здравоохранение, уголовное правосудие или решение об одобрении кредита. И такого рода настройки, потому что решения, которые мы там принимаем, вероятно, повлияют на жизнь людей, их здоровье, средства к существованию и так далее.
В то время как если бы Facebook, например, рекомендовал вам не того друга, это нормально. Вы, наверное, были бы не очень довольны, но это еще не конец света. Вы, вероятно, нажмете там на кнопку и двинетесь дальше, не так ли? Так что это совершенно правильно, не так ли? Итак, во-первых, я хочу начать эту дискуссию с того, что поскольку это очень горячая тема для дебатов, всякий раз, когда я выступаю с докладами и провожу эти дискуссии, кажется, что всегда есть аудитория, которая подходит. И скажите, но как будто нам здесь не нужна интерпретируемость, верно? Поэтому я хочу начать с того, что не все приложения требуют понимания моделей и их предсказаний, не так ли? Например, как вы правильно заметили, такие вещи, как реклама, продукт, рекомендации друзей и так далее, а также настройки, в которых нет вмешательства человека. Таким образом, нет ни одного человека, который смотрел бы на предсказания и пытался бы принять окончательное решение. Так что там, где нет вмешательства человека в принятие окончательного решения в таких приложениях, вам, возможно, даже не нужно думать о понимании модели, не так ли? И почему это так? Именно потому, что в этих случаях неверные прогнозы имеют очень мало последствий. Конечно, если вы сделаете много неверных прогнозов, то компания может потерять доход и так далее. Но до тех пор, пока количество неверных прогнозов, которые вы делаете, невелико, последствия для них гораздо меньше, не так ли? И многие из этих проблем, особенно когда мы думаем о рекомендательных системах, таких как реклама, фильмы или продукты и так далее, эти проблемы чрезвычайно хорошо изучены. И многие системы или машины, модели обучения, созданные для этих настроек, уже прошли тщательную проверку в реальных приложениях. А это значит, что мы можем в значительной степени доверять тому, что эти модели будут делать точные прогнозы, цитирую без кавычек, не так ли? Но опять же, как машинное обучение, причина, по которой XAI, по сути, все эти исследования по надежному машинному обучению или акценту на безопасность стали популярными в последние несколько лет, заключается в растущем развертывании. О моделях машинного обучения в таких областях, как здравоохранение, правосудие, финансирование и так далее, не так ли? И природа решений в такого рода условиях такова, что зачастую ставки высоки. И, как вы правильно заметили, они влияют на жизнь людей, их здоровье, их финансы. И что еще более важно, многие из этих настроек относительно менее хорошо изучены, и модели, которые люди разрабатывают для этих настроек, не были тщательно проверены на этих настройках, не так ли? Таким образом, сочетание этих двух вещей — это то, что подталкивает людей серьезно относиться к интерпретируемости, объяснимости или пониманию модели. Так как же результат такого рода установки? Итак, мы говорили о настройках с высокими ставками, и мы говорили о настройках, которые относительно недостаточно изучены. Так что же это значит, не так ли? Это означает, что точности, вычислительной точности модели уже недостаточно. Причина в том, что часто, поскольку эти настройки не очень хорошо изучены, данные обучения, тестирование, которые вы используете для построения своей модели и тестирования своей модели, могут даже не отражать данные, с которыми вы столкнетесь после развертывания модели, не так ли? Значит, если это так, то цифры точности становятся немного бессмысленными, не так ли? И кроме того, в подобных условиях множество вспомогательных критериев также имеют решающее значение. Так, например, вам нужно, чтобы модели были справедливыми и не допускали дискриминации в отношении групп меньшинств. Существует также законодательство или законы или правила, которые выходят, которые фактически пытаются закрепить право на объяснение, когда модели используются для принятия критических решений. И, конечно же, существуют критерии безопасности, которые также необходимо учитывать при разработке подобных моделей, не так ли? Так что одной точности в подобных условиях уже недостаточно. Акцент на других критериях также становится очень важным. И самое интересное и самое сложное заключается в том, что эти вспомогательные критерии часто трудно поддаются количественной оценке, не так ли? Так что, например, я могла бы сказать, что я хочу, чтобы моя модель была справедливой, не так ли? Но могу ли я совершенно точно оценить ее количественно? А может и нет, верно? И определение отличается от обстановки к обстановке. Точно так же мы хотим, чтобы наши модели благополучно терпели неудачу. Что это значит? Мы не всегда уверены, что это значит. Так что в каком-то смысле есть некоторые из проблем, связанных с полной количественной оценкой этих вспомогательных критериев. Это также то, что снова привлекает внимание к пониманию моделей машинного обучения, не так ли?
Таким образом, в каком-то смысле проблема, связанная с тем, что ее трудно количественно оценить. Это, по сути, то, что проявляется в неполноте формулировки проблемы, что затрудняет количественную оценку чего-либо и оптимизацию. Сделайте это прямо сейчас, что обычно и происходит, как исследователи машинного обучения. Если есть измеримая величина, мы всегда можем оптимизировать ее. Так что мы всегда можем что-то с ней сделать, оптимизировать для нее. Но в данном случае мы не совсем уверены, как это даже указать. Поэтому в такого рода формализации проблем в этих настройках есть неполнота. Итак, наше решение всего этого заключается в том, как насчет того, чтобы попытаться понять поведение модели различными способами, формами и формами. И как только мы это увидим, мы, вероятно, узнаем, есть ли с этим проблемы, будь то с безопасностью, справедливостью или с любым из критериев, которые нас волнуют, не так ли? Итак, чтобы подвести итог нашей дискуссии, когда и почему нам нужно понимание модели. Таким образом, понимание модели становится критическим, когда, во-первых, модели не проходят всестороннюю проверку в реальных приложениях, а данные обучения и тестирования, которыми мы располагаем, потенциально не являются репрезентативными для данных реального времени. И вторая причина, по которой понимание модели становится критическим, заключается в том, что некоторые ключевые критерии, необходимые в ваших условиях, трудно поддаются количественной оценке, и нам нужен своего рода подход. Вы узнаете это, когда увидите. Чтобы выяснить, есть ли какие-либо проблемы или вещи, которые нарушают эти критерии, не так ли? Это хорошо. Хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да. Так может ли быть другая обстановка, в которой вы могли бы заботиться об объяснимости? Например, вы хотите понять какие-то данные, может быть, сначала как наука или что-то в этом роде. Итак, вы тренируете модель машинного обучения, а затем смотрите на объяснение, чтобы просто получить понимание. Например, вы считаете, что это подходит и здесь, или это отдельная тема? Да, нет, это хороший вопрос. То есть вы говорите, что объяснение — это способ приумножить наши собственные знания, верно? Так что это определенно, я думаю, что многие биомедицинские науки довольно часто используют объяснимость для этого. Так что я думаю, что это, скорее всего, здесь не затрагивается, но я бы сказала по этому поводу две вещи. Это определенно подход, которому следует, и я думаю, что он совершенно полезен. В то же время, я думаю, мы также могли бы быть немного осторожны в том, что ваша модель изучает это на основе данных. Таким образом, вы берете все это и пытаетесь сформировать из этого человеческие знания. Ну и что с того, что есть какие-то ложные вещи, которые улавливаются, не так ли? Итак, причина, по которой я не буду углубляться в этот трек, заключается в том, что я думаю, что в нем есть гораздо больше, как только вы откроете этот ящик Пандоры. Оттуда выйдет гораздо больше. Но определенно я имею в виду, что в наши дни это используется именно так. Отчасти потому, что модели — это своего рода обучение вещам, которые люди могут не знать. А объяснение — это способ передать эти знания. Но сколько из этих знаний должно быть передано? Как выяснить, является ли какая часть этих знаний ложной, какая часть из них ценна? Я думаю, что там есть некоторые серые области, которые необходимо более тщательно продумать. Что, к сожалению, я не уверена, происходит ли это достаточно часто. Конечно. Хорошо. Хорошо. Хорошо, так что я буду продолжать. Итак, теперь, когда мы так много говорили о том, когда и почему понимание моделей может быть полезным, я просто покажу несколько приложений, чтобы конкретизировать все это, не так ли? И мы будем использовать несколько красивых, простых, забавных картинок, чтобы увидеть различные варианты использования, в которых могут быть полезны объяснения или интерпретации моделей. Вы увидите не только приложения, но и примеры того, как может выглядеть объяснение или интерпретация, не так ли? Итак, давайте предположим, что теперь у нас есть прогностическая модель, которая принимает в качестве входных данных некоторые изображения, а затем делает прогнозы о животном, которое изображено на изображениях, верно? И эта модель была создана разработчиком, поэтому вы передаете это изображение, и тогда оно правильно предсказывает, что это изображение сибирского хаски. Но если вы как бы еще немного исследуете модель и посмотрите, на каких областях изображения фокусируется модель, вы увидите, что модель фокусируется на кусочках снега, не так ли? Таким образом, в каком-то смысле, хотя прогноз выглядит нормально, как только вы видите особенности, на которые модель смотрит или обращает внимание, вы видите, что на самом деле она смотрит не на животное, а скорее на фон или пытается найти снег на изображении, верно? И это то, что он использует для прогнозирования образа сибирского хаски. Таким образом, в каком-то смысле это понимание в основном говорит разработчикам о том, что модель полагается на ложные или неправильные функции. И, возможно, нам нужно отладить эту модель, улучшить ее и так далее, не так ли?
Итак, вот наглядный пример использования, когда понимание моделей помогает в отладке моделей, и я уверена, что некоторые из нас, будь то исследователи, инженеры, ученые, использующие модели машинного обучения, могут найти это невероятно ценным, хорошо? А теперь давайте рассмотрим другой вариант использования. Существует прогностическая модель, которая используется конкретным судебным учреждением для принятия решения о том, следует ли освобождать людей под залог или нет, не так ли? Опять же, я просто хочу заявить об отказе от ответственности, что я не выступаю за какие-либо подобные приложения, но, к сожалению, некоторые из них уже существуют. Итак, мы думаем об этом так. Мы в основном пытаемся немного подробнее проанализировать эту обстановку, хорошо? Хорошо, итак, такого рода модели учитывают детали обвиняемого, такие как, например, социально-экономический статус обвиняемого, его демографические характеристики, его прошлое, криминальное прошлое и так далее. И предсказать, должен ли человек быть освобожден или нет, или этот человек слишком рискован, чтобы быть освобожденным или нет, не так ли? Таким образом, в данном случае модель берет данные об этом обвиняемом и делает прогноз. Но тогда это не дает никакой информации судье о том, когда и как использовать это предсказание, могут ли они полагаться на это предсказание или нет. Хорошо, но если мы покажем судье некоторые ключевые особенности, на которых фокусируется модель, например, возможно, модель учитывает расу и пол при составлении этого прогноза, судья поймет, что этот прогноз в основном предвзят. Это основано на таких признаках, как раса и пол, чего не должно быть. Так что судья, надеюсь, откажется от такого прогноза и примет собственное решение, не так ли? Итак, в данном случае понимание модели помогло облегчить обнаружение предвзятости, хорошо? Аналогичным образом, в другом сценарии теперь мы можем подумать о конечных пользователях. Поэтому у банков часто есть такие модели, которые они используют для того, чтобы как бы предсказать, кому следует предоставить кредит, не так ли? Таким образом, данные заявителя на получение кредита или его заявление будут переданы в банк. Затем банк запускает свою прогностическую модель и определяет, должен ли человек получить кредит или нет. Теперь предположим, что заявителю отказано в кредите. Если мы просто скажем этому человеку, что в вашем кредите отказано, извините, это все, это не очень поможет, потому что теперь человек больше не знает, что делать, верно? Так что у него нет средств для дальнейших действий. Но вместо этого, если мы действительно скажем им, увеличьте свою зарплату, скажем, на 5 тысяч, 10 тысяч или 50 тысяч, своевременно оплачивайте счета по кредитной карте, скажем, около 3 месяцев, затем вернитесь и повторно подайте заявку, и вы получите кредит. Это полезная информация, которую человек может использовать для того, чтобы как-то поработать над своим профилем, вернуться и повторно подать заявку, не так ли? На самом деле, такого рода предписания были закодированы в некоторых законодательных актах, таких как GDPR, особенно для финансового сектора или банков, которые используют прогностические модели при принятии решений по заявкам на получение кредита и другим подобным вещам. Таким образом, в данном случае понимание модели помогает предоставить средства правовой защиты людям, на которых негативно влияют предсказания модели, не так ли? И точно так же, если мы подумаем о сценарии оказания медицинской помощи, то есть если есть врач, который полагается на прогнозы модели, а модель в основном берет кучу данных и помечает пациентов как здоровых или больных. Теперь доктор, опять же, если они просто посмотрят на прогнозы, у них не будет никакой возможности узнать, на какие из них можно положиться, к каким им следует применить собственное суждение и так далее. Но если бы у нас было полное понимание того, что потенциально делает базовая модель, например, в этом случае, если это именно то, что делает модель и видит врач, это значит, что врач может быстро понять, что модель использует нерелевантные функции, такие как идентификационные номера, при составлении прогнозов относительно женской субпопуляции, не так ли? И поэтому они не должны доверять прогнозам модели, по крайней мере для этой подгруппы. Так что в данном случае понимание модели помогает оценить, стоит ли доверять прогнозам модели при принятии решений, и когда именно, не так ли? Таким образом, такое понимание может, по сути, также быть полезным регулирующим органом при принятии решения о том, следует ли одобрить модель для более широкого внедрения или нет. Так что в этом случае, если такой орган, как ВДА, посмотрит на это объяснение того, что делает модель, орган власти может понять, что эта модель просто использует нерелевантные функции для половины населения, которое в основном состоит из женщин, не так ли? И поэтому на данный момент он не готов к развертыванию. Так что в этом смысле понимание модели также может позволить нам проверить модели, чтобы определить, подходят ли они для развертывания в реальном мире, хорошо? Итак, чтобы подвести итог, очевидно, что понимание моделей и их прогнозов приносит много пользы.
Например, такие приложения, как отладка обнаружения смещений, обращение за помощью, если и когда доверять предсказаниям модели, проверка моделей на пригодность для развертывания. Все это похоже на использованные примеры или приложения, которые... Это возможно благодаря пониманию модели, и есть несколько заинтересованных сторон, которые извлекают из этого выгоду, не так ли? Таким образом, включая конечных пользователей, таких как мы, которые могут обращаться за кредитами в банке, или лиц, принимающих решения, таких как судьи, врачи, политики или регулирующие органы, или исследователи, ученых и инженеров. Все мы можем извлечь из этого ту или иную выгоду, хорошо? Отлично! Есть какие-нибудь быстрые мысли, вопросы, или мы можем двигаться дальше? Хорошо. Отлично. Хорошо, итак, теперь, когда мы так много обсудили о том, где понимание модели может быть полезным, когда оно может быть бесполезным и так далее, давайте сделаем шаг назад и подумаем о том, как мы можем на самом деле достичь понимания модели, не так ли? Таким образом, хотя существует несколько подходов для достижения этого на очень высоком уровне в очень широком смысле, вы можете подумать о двух классах стратегий, которые используются для достижения понимания модели. Итак, один из них заключается в том, чтобы строить модели, которые по своей сути поддаются интерпретации, не так ли? Например, такие модели, как линейные регрессии, логистические регрессии или неглубокие деревья решений, или небольшие модели, основанные на правилах. Таким образом, все эти модели часто считаются изначально интерпретируемыми, потому что вы можете посмотреть на этот набор правил. И как человек, мы можем понять, что делает модель, когда делает свои прогнозы, не так ли? Конечно, можно возразить, что если я дам вам дерево решений примерно со 100 уровнями, это уже не поддается интерпретации, верно? Таким образом, даже в рамках этих классов моделей, модели более редкие и неглубокие. Это те, на которые мы можем посмотреть, прочитать с листа бумаги, попытаться понять в них какой-то смысл, хорошо? Таким образом, это был один из популярных подходов, который использовался начиная с 70-х и 80-х годов, и, как и сейчас, вызывает все больше интерес. Итак, вторая стратегия, которая стала более популярной в последнее время, заключается в объяснении готовых моделей пост-хок способом, не так ли? Так что же я имею в виду под этим? Таким образом, у вас может быть модель черного ящика, у вас может быть чрезвычайно сложная модель глубокой нейронной сети, чтобы мы могли брать такие модели и затем передавать их в качестве входных данных для наших алгоритмов объяснения. А они, в свою очередь, разбьют их на более простые модели, которые мы сможем понять, не так ли? Так, например, вы можете взять целую, скажем, 200-слойную нейронную сеть, а затем пропустить ее через алгоритм объяснения. И этот алгоритм, возможно, даст вам важные функции, связанные с конкретным предсказанием, не так ли? Таким образом, такого рода подходы или класс подходов стали очень популярными в последнее время, но также стали предметом многочисленных дискуссий и дебатов об их уязвимостях, преимуществах и так далее. Хорошо, давайте я просто как бы верну это нашей аудитории и посмотрим. Итак, какой подход вы считаете предпочтительным? Или есть причина, по которой вы использовали бы какой-то подход в одном контексте, а не в другом? Итак, из этих двух подходов, построение изначально интерпретируемых моделей по сравнению с объяснением предварительно построенных моделей пост-хок способом. Какой из них вы предпочитаете и почему? Да. Итак, первый вариант кажется довольно приятным, потому что если модель по своей сути объяснима, вам не нужно ничего делать. Но я думаю, что для второго это может быть больше похоже на сложные модели, особенно такие, как, например. А затем еще пример, если у вас действительно сложная задача и у вас есть древовидный алгоритм, вы принимаете около 1000 решений, я бы не назвал это очень сложным. Так что, вероятно, второй вариант подойдет для более сложных задач. Да. Значит, в каком-то смысле то, что вы только что сказали, можно резюмировать с помощью таких графиков, не так ли? Итак, о чем нам нужно подумать? Так, это о таком сценарии. Существуют ли компромиссы между интерпретируемостью и точностью, не так ли? Так, например, если вы работаете с какими-то данными или в условиях, когда вы, возможно, можете построить 5-уровневое дерево с очень высокой точностью. Этого, вероятно, достаточно, и модель. Это по своей сути поддается интерпретации, а также дает вам точность. И вы закончили, не так ли? Но во многих приложениях реального мира, как вы правильно заметили, данные становятся все более сложными, все более объемными и большими.
И в этот момент такого рода компромиссы начинают проявляться все чаще и чаще, не так ли? Таким образом, на самом деле, для наборов данных и видения НЛП, и даже некоторых очень больших табличных наборов данных, наборов биомедицинских данных, такого рода данных, вы видите, что модели, которые часто рассматриваются как неотъемлемые, интерпретируемые как регрессии или деревья, они гораздо менее точны, чем такие модели, как случайный лес, который представляет собой ансамблевую модель, или глубокая нейронная сеть с несколькими промежуточными слоями и так далее, не так ли? Поскольку мы сталкиваемся с подобными ситуациями, когда существует компромисс между точностью и интерпретируемостью, мы как бы вынуждены выбирать постспециальные объяснения. В противном случае мы можем просто полагаться на изначально интерпретируемые модели, не так ли? Так что же это за ситуации такого рода? Итак, мы только что немного поговорили о том, что если ваши данные слишком сложны, вам, возможно, придется построить сложную модель ради точности, а затем использовать постспециальные объяснения, не так ли? Итак, давайте копнем немного глубже или, по крайней мере, приведем пример того, когда вы могли бы использовать изначально интерпретируемые модели, а когда вы могли бы использовать более сложные модели и, следовательно, полагаться на постспециальные объяснения, не так ли? Итак, то, что вы видите, похоже на двумерный набор данных. Очевидно, что в нашем примере это очень простой набор данных. И данные почти линейно разделимы, не так ли? Таким образом, вы можете, по сути, нарисовать линию, подогнать гиперплоскость и, по сути, подогнать линейную модель, и вы сможете получить здесь довольно хорошую точность. Итак, в каком-то смысле, вот обстановка, в которой вы можете построить интерпретируемую модель, которая также будет точной, хорошо? Итак, теперь в другом случае, предположим, что данные имеют границы принятия решений, которые очень извилистые и нелинейны. В этих случаях было бы трудно построить простую модель, и при этом она была бы точной с точки зрения ее предсказаний, верно? Таким образом, в этом случае сложные модели могут достичь более высокой точности. И люди могут прибегнуть к использованию постспециальных объяснений, если они хотят объяснить такие модели. И помимо этого, иногда у вас просто недостаточно данных даже для создания модели с нуля, что часто происходит в реальных условиях. Так, например, если больницы хотят попробовать внедрить алгоритмы или модели для планирования работы врачей с пациентами или прогнозирования входящего трафика в тот или иной день, у конкретной больницы может даже не быть достаточного количества собранных данных. Чтобы построить такую модель, им просто нужно использовать для этого чью-то чужую модель, не так ли? Так что все, что они получают, это какой-то проприетарный черный ящик, и у них может даже не быть к нему доступа. Так что в таком случае у них просто есть черный ящик, и они застряли с объяснениями пост-хок, хорошо? Итак, вкратце, если вы можете построить интерпретируемую модель, которая также является достаточно точной для ваших условий, значит, это правильный путь, не так ли? Потому что там нет никакого другого дополнительного уровня сложности или приближения. Но в остальном, в тех случаях, когда это невозможно, на помощь часто приходят постспециальные объяснения. Хорошо, итак, давайте перейдем к основным частям сегодняшнего выступления теперь, когда мы, надеюсь, подготовили почву для всех начальных частей и изложили мотивацию. Дали вам представление на высоком уровне о том, что представляет собой эта область. Итак, сегодня мы обсудим эти 4-5 широких тем. Итак, сначала мы погрузимся в изначально интерпретируемые модели, как мы только что обсуждали. А теперь мы перейдем к методам пост-хок объяснения. Затем мы подумаем об их оценках и интересных эмпирических и теоретических выводах по этим вопросам. А в заключение обсудим будущие направления исследований.